Недавно у меня было такое депрессивное слегка настроение, и мы сидим в этом глухом отеле, прокуренный номер, и тут я открываю Facebook и смотрю, мне писал Сергей Жуков. Почти никто, ну там где-то возле никто. И мне было так жутко неудобно, но нужно об этом, наверное, рассказать. Да, был. В профиле в Инстаграм есть такое четкое определение тебя, на мой взгляд, это деятель искусства. Как бы ты представила себя в 2 словах? Я, наверное, занимаюсь кондитерским дизайном кондитерских изделий. На данный момент как-то так. Твоя семья родом из Грозного. Родители, да. Они по профессии инженеры. Расскажи, как и при каких обстоятельствах вы оказались в Украине и именно в Харьковской области? Ну, все супер банально. Просто папу после окончания университета перевели сюда работать, его и там еще нескольких его друзей по распределению. Мама уехала с ним. Я родилась уже здесь, в Харьковской области, навчалась в украиномовной школе, поэтому, ну, как бы я вот здесь выросла и чувствую себя здесь своей, ну, моя родина. Твоя семья скромная жила? Ну, как и все в 90-х, очень, очень скромно. Вот. Ну и сейчас как бы мы обычная семья. Ты посещала очень много кружков, танцы, аэробика, рисование, пилон. Это было твое желание или тебя родители направляли? Я ходила на танцы до 9 класса, по-моему, или до 8-го. В 8 классе я параллельно пошла в художественную школу. Мама просто отвела брата на гитару. Вот. И там это все было как бы в одном помещении. Мне очень нравилось заниматься танцами, и я хотела связать свою жизнь с танцами, быть хореографом, но маму мою пугала эта перспектива, ну, потому что, ну, кто, как, ну, танцор, ну, зачем, вот. И я закончила 3 года художественную школу, и еще в классе в 10-м я поняла, что я хочу быть дизайнером, потому что тогда это было, ну, популярно, модно. Я помню, что я курсы ЕШКО выписывала по дизайну, занималась индивидуально с преподавателями, ездила на курсы, ну, поступила в университет, и потом просто, когда я училась в университете, я параллельно еще там какими-то штуками занималась, ходила там и на вот эту аэробику, фотографией занималась, и пока я просто в школе училась тоже, ну, мне нравилась любая декоративно-прикладная работа, там, ну, все, что можно там руками делать, я, не знаю, ткала, там, вышивала, вот вязать не любила, крючком да, а спицами это не мое. Знаешь, говорят, что все наши комплексы и страхи родом из детства. Какие у тебя комплексы и страхи? Так, комплексы, ну, их очень много. Ну, у меня был самый большой комплекс с зубами, но я его решила с помощью брекетов, потому что просто врачи говорили, что мне нельзя брекеты, и все меня отговаривали, но когда я выросла, я поняла, что, ну, и технологии изменились, вот, но это именно из физиологических, вот, а так у меня, мне всегда хочется лучше, я очень требовательна к себе, и мне всегда кажется, что я что слабо, где-то не дожала, не доделала, и вот это, ну, то есть... Допустим, есть люди, которые окружают меня, и они делают что-то очень классно. Это меня, с одной стороны, мотивирует, но с другой стороны, я очень расстраиваюсь, потому что у меня не получается так. И это не то, что я им там завидую, и типа вот почему у тебя вышло, а у меня нет. Это большая претензия к самой себе лично, типа, Динара, а почему ты так не можешь? Типа, ну вот у него же там вышло, у нее, а почему ты так не сделала? Ну и при этом мой мозг понимает, что
невозможно быть везде и всюду, и у каждого своя миссия. Но вот это, наверное, какая-то моя такая внутренняя проблема. Но не могу сказать, что в детстве как-то это было с чем-то прям связано. То есть мне никто никогда ни к чему не принуждал, но мне нравилось там в танцевальном коллективе быть старостой в группе. Старостой там я была какое-то время в университете. То есть я всегда старалась сделать все прям максимально хорошо, не для кого-то, а для самой себя. То есть еще тут такая штука вступает в действие по поводу хорошо, что ну, чем бы я ни занималась, я стараюсь всегда выжать максимум, если мне это нравится. Если это мне не нравится, то делать ничего не буду. Вот. И ну, я постоянно вот это внутри себя это все ковыряю, типа вот что я могу, что не могу. Но я не знаю, как это связать с детством, прям не знаю. То, что тебе не нравится, ты не будешь делать. Да, ну стараюсь не делать. А в работе получается так? Не всегда, но я стараюсь делегировать, но, например, из банальных таких вещей я очень долго не могла решиться там на няню или на там, человека, который помогает мне по дому, потому что, ну, как вот у нас принято, сейчас к нам придет там убирать человек, надо, значит, поубирать перед тем, как придет убирать, это как-то неудобно. Чтобы не стыдно было. Да, придут, и у нас так грязно, вот, и первый, ну, вот перед первым разом, я еще тогда, наверное, дочке было года 2 или 3, я пыталась работать, и мне было, ну, тяжело физически, реально очень, потому что я просто не справлялась. Ребенок маленький, первый, куча работы, разъезды, и меня всячески отговаривали, ну и там родственники, ну как-то это, ну для вот, наверное, для моих родителей, ну это странно, что кто-то приходит, и у тебя будет дома. Но после того, как она к нам зашла, и спустя первый час, все, теперь уже вот несколько лет вообще я прям к нам, когда приходят убирать, мы прям ждем вот этого человека, уже на следующий день начинаем ждать. И есть такие вот моменты, вот, ну, такие же, как эти, которые я стараюсь, то есть если я могу это сделать, но я считаю, что это не, ну, что я это время могу потратить с большей пользой, и, ну, гораздо больше для себя и для окружающих людей, поэтому, ну вот. Сейчас очень популярно работать психологом. Угу. У тебя был такой опыт или, может, желание? Да, был. В общем, да, с психологом я говорила уже 2 раза. Недавно у меня было такое депрессивное слегка настроение. Первый раз я плакала, потому что мне начали задавать вопросы, которые, ну просто они вызывали слезы. Второй раз я была в хорошем расположении духа, поэтому я не смогла, ну, вообще ни о какой проблеме выдать. А третий раз вчера я просто проспала. И все. Но я сказала об этом, по-моему, или другу своему. И он сказал, значит, это хорошо. Значит, ты типа, если бы тебе нужно было бы это прям, то ты бы не забыла и не проспала. Вот. Но причем я не знаю, то ли это тренд сейчас, ну то есть то ли это мне нужно, не нужно. Я решила попробовать, чтобы быть на волне, так сказать, со всеми. Вот почему бы и нет. И как тебе этот опыт? Ну, пока, если честно, ничего не могу прямо сказать, потому что, мне кажется, тут нужно глубже копнуть, разобраться в каких-то методиках, в себе. Я просто абсолютно не психолог. То есть я математик вообще чистой воды, то есть я вижу задачу, вижу средства, и я решаю. То есть читать про какие-то психологические состояния или там вот все, что с этим связано, это не мое. Ты после школы поступила в архитектурный университет по специальности дизайнер, архитектор. Да. И после учебы ты 8 лет проработала. Да, но это не после учебы. Я начала работать еще на 2 курсе, подрабатывать. Фотографией занималась, делала курсовые на заказ. Очень много, прям очень. Потом работала 3 года уже после окончания университета, работала 3 года визуализатором. И вот 3 года я где-то проработала, и потом ушла в декрет, и уже просто именно на ту должность не вернулась. Ну вот ты параллельно работала фотографом, и твой супруг тоже фотограф. Как вы познакомились? На фотовстрече. Мы ездили в Севастополь, по-моему, я была на 4 курсе, и мы ездили туда фотографировать. Я поехала, нас позвала просто наша общая знакомая, она училась со мной на потоке. Мы поехали
туда фотографировать, но в итоге там было жутко холодно, это был февраль, я только-только начала на тот момент фоткать и фоткала в основном людей, ну там типа девушек, а там было очень холодно, и все просто, мы там приходили и 3 часа фоткали какую-то развалину просто там, ну какой-то, и стояли, ждали, и все это было так как-то затянуто, холодно, но вот муж мой мне там повстречался. Согрел. Да, ну нет, тогда мы с ним просто познакомились, как бы, ну, не подружились, не просто мы узнали друг друга. Потом он звал меня пофотографироваться, и я начала ходить в эту фототусовку. Вот, но это я говорю к тому, что не зря поехала, в принципе, я довольна. Ты говорила о том, что твой супруг поддержал тебя Угу. в начале твоей работы. Насколько это для тебя было важно, и если бы он не оказал тебе поддержку, ты бы начала этим заниматься? Даже не знаю, хороший вопрос. Наверное, если бы он не оказал мне поддержку, то мы бы разошлись в какой-то момент, потому что мне очень сложно перечить. Ну, как бы, если я что-то придумала, то есть человек, который рядом со мной, тем более мой супруг, он должен поддерживать меня. Ну, то есть мы для этого и семью создаем. А так, если человеку не нравится то, чем ты занимаешься, мне кажется, это отношения, которые, ну, либо обречены на провал, либо ты себя будешь чувствовать несчастным, ну, как-то в своем выборе и в том, что ты не можешь реализоваться. Поэтому, ну, я об этом даже никогда не задумывалась. Для тебя важна поддержка и одобрение? Да, очень. Но сейчас мы, получается, когда я начинала учиться, и муж мне, ну, как вот он поддерживал, там, финансировал отчасти, потому что я работала, но все эти курсы, они стоят там очень дорого, и дочка была маленькая, поэтому мы могли там уехать в Испанию на 3 недели, 2 недели курсов, мы там живем, летим, вот, поэтому, конечно, если бы не он, то этого всего бы не было, но я уверена, что оно бы было в какой-то другой форме, то есть я бы находила курсы дешевле, ну, то есть мне кажется, что я бы от этого никуда деться не смогла, от своего вдохновения и потребности вот этой кондитерской самореализации, поэтому он мне помогал, а потом в какой-то момент он мне прям очень помогал. Мы снимали, когда вот все были вот эти журналы, обо мне публикации, мы делали фото-видео, но потом он начал серьезно заниматься своим фото, и сейчас он мне иногда может помочь немножко выставить свет, или если я спрошу, то дать какой-то совет, но он максимально дистанцировался от того, что я делаю, потому что я в этом живу 24/7, и я его уже достала. Просто, мне кажется, всей этой информацией. То есть я думаю и говорю, и делаю, ну вот все касательно вот этого моего творчества круглосуточно. И он постоянно пытается меня усмирить, потому что, ну, иногда я перегибаю палку, но я ничего не могу с собой поделать. Я реально засыпаю и просыпаюсь постоянно с мыслями об улучшениях, о новых проектах, о работе, потому что сейчас так много кондитеров и всего вообще происходит, что, ну, я не могу разрешить себе стоять на месте, как бы. Ты чувствуешь конкуренцию? Конечно, да. Ну, то есть, если там, допустим, 5 лет назад я начала делать эти формы, и это было прям в новинку, то сейчас есть люди, которые, ну, делают то же самое, и если я буду просто там сидеть на уже своей готовой продукции и ничего дальше не делать, то меня кто-нибудь обгонит. Я, в принципе, не против, но я хочу тоже бежать рядом. Твоя жизнь кардинально изменилась после публикации в популярном кондитерском журнале So Good. Да. После этого ты поняла, что твои идеи могут пользоваться мировым успехом? Ну, это было вот на самом деле осознание такое в несколько этапов происходило. У меня в 2016 году была публикация, и просто сложились так вот, я не знаю, карты. Мне Вселенная сделала большой подарок, за что ей спасибо большое, что меня напечатали в этом журнале. Я, безусловно, сделала там большую работу для меня на тот момент, это было премного. Попал мой торт на обложку, и журнал этот очень популярный, в принципе, был и сейчас. Именно для кондитеров, и там печатаются только самые там классные кондитеры, туда не так просто попасть. Я попала на обложку, и параллельно эту форму сделала итальянская фирма, и они продались там, ну, там очень большие тиражи, то есть это десятки, там, сотни тысяч, и, ну, вот это все сыграло там мне в плюс,
появилась какая-то слава, которая была вообще не готова. Потом уже я недавно узнала, что это называется синдром самозванца, что мне было жутко неудобно, стыдно, и я прям не знала, куда мне деться. Вот. Но были эти интервью, я на все отвечала, как вот такая отличница, вот мне надо, я никому не отказывала. Вот, наняла помощницу, которая мне помогала отвечать на интервью, и все это росло как снежный ком, но при этом я одна, и я не могла разорваться, очень много отказывалась. Потом в какой-то момент заявки стали, уже их стало меньше и меньше. Вот. И сейчас я понимаю, конечно, если бы это произошло сейчас, то у меня бы уже был совсем другой настрой, потому что я уже это все пережила. Я уже могу адекватно оценить продукт, который я делаю, и это не то, что мировая популярность, но просто, во-первых, прошло время, и я осознала, и, наверное, по-другому быть не могло, потому что за это время я сделала этот продукт, и я стала популярна, потому что я как бы была никто, который что-то сделал дома на кухне, архитектор, и, безусловно, именно публикация в этом журнале, она стала самым большим толчком, потому что после этого пришли все другие журналисты, и их было очень много, прям очень, и такие издания, в которые попасть, наверное, мечтает каждый. А я тогда даже в стиле меня там Нью-Йорк Таймс запостили, то есть я даже это нигде в посте не написала, то есть, где-то там в сторис, может, отметила, и сейчас я уже понимаю, что, люди таким гордятся, или там Vogue меня, там, написали статью в Vogue Ukraine. То есть, и сейчас вот я сегодня дала команде, нашим ребятам задание, мы это все там на сайте вывесим, то есть, нужно об этом, наверное, рассказать когда-нибудь. Для Инстаграма. Да, для всего, потому что никто, или там какие-то, я помню, есть какой-то американский актер, очень известный, не помню, как его зовут, но суперизвестный, тоже в Фейсбуке там репостил мой торт. И я такая, когда его сильно много, ты как бы воспринимаешь это как должное и не реагируешь на это. Какие упоминания в мировых СМИ были особенно ценными, приятными? В мировых СМИ это Нью-Йорк Таймс, мы еще делали для них статью, там приезжал фотограф, мы снимали там коллаж из моих тортов. А потом у меня была публикация Independent, Bloomberg писали, ArcDaily, The Zign, Vogue. И на самом деле там, еще и еще, но я просто всех не упомню. Но это все зарубежные СМИ? Да, Deutsche Welle делали, там прям на Ютубе был целый 15 минут ролик, по-моему. Почему ты выбрала направление для развития именно изготовления силиконовых форм, не кондитерское дело? Я никогда не пекла на заказ. В основном кондитеры, как они работают? Они начинают там что-то печь, учиться, потом знакомым это все, потом знакомые знакомым, торты на заказ, потом их все больше. Но моя история была абсолютно другая, так как у меня был маленький ребенок, как-то, не знаю, как люди пекут с маленькими детьми, у меня не удавалось. То есть не было на это времени, поэтому я просто делала для себя, фоткала и выкладывала в Инстаграм. И 5 лет назад, когда я начинала, достаточно было реально сфотографировать там торт, например, на черном фоне стеклянном, и все, ты уже как бы всех порвал, уже все довольны, тебя все зовут с мастер-классом. Это сейчас как бы предложение превышает спрос. Тогда было по-другому, и просто мои красивые картинки привлекали подписчиков, тогда было очень мало преподавателей, гораздо меньше. И я просто начала преподавать, получается. То есть это было не запланировано. Это не то, что я там ездила учиться, думая, что я буду преподавать. Нет, я наоборот этого очень боялась. И всегда на курсах говорила, что я там не дипломированный специалист, но я вам просто покажу и расскажу, как я умею делать и как я это делаю, что я умею, поделюсь теми вкусами, которые мне нравятся. Вот. Как-то так. Какие амбиции у проекта Динары Косько? Амбиция у меня появилась буквально недавно. Я вот вела тоже эфир недавно, я о ней сказала. Есть известные там фирмы, бренды, которые делают тоже силиконовые формы для выпечки. Я бы хотела делать формы такого же классного качества, дизайна и стоять с ними в одном ряду
рядом на соседней полке, чтобы мы не уступали, чтобы нас тоже знали. Не именно меня, а вообще, то есть чтобы мы были как useful, ну, полезные для людей, и чтобы они облегчали им жизнь, не знаю, и чтобы мы были представлены, ну, как можно больше охватить стран, регионов. А в чем сейчас ты им уступаешь? Ну, сейчас я просто... Сейчас я одна, я делаю очень много, ну, там, я делаю фото, видео, рецепты, дизайны, и мы продаем совсем немного, только там для людей, которые знают меня, приходят ко мне, ну, вот, ориентированно, это органические, да, покупатели, и покупают у меня. Мне бы хотелось, чтобы это был бренд, который вот отделится от меня и просто будет просто брендом, который будет, ну, бренд для кондитеров, кулинаров, и будет сам по себе просто жить своей жизнью, ну, наравне с другими. Как он будет называться? Ну, так и будет. Динара Косько. А сколько человек в твоей команде работает? Сейчас у меня помощники там 3-5, то есть на фрилансе, на аутсорсе, вот как-то так. То есть у меня нет пока вот такой прям команды, так что прям такого пока нет, потому что не знаю почему, я, видимо, не готова. То есть все возможно, но я как-то еще не доросла. А если спозиционировать себя, ты больше о бизнесе или о творчестве? Значит, я была больше о творчестве. Основная деятельность — это была какие-то шоу-проекты, торты специальные, типа на заказ, но для больших брендов. Там торты, я не знаю, для Land Rover или там шоколад Руби в Шанхае. Вот такие какие-то крупные проекты, выездные. Потом это все схлопнулось, когда все контракты отменились. И стало больше о бизнесе, потому что мне нужно что-то делать, как-то жить, вот, зарабатывать желательно. И когда это начало быть связано с формами, я начала интересоваться цифрами, вообще увидела хоть что там у меня происходит в магазине. А потом пошла в бизнес-клуб на бизнес-тренинги. И вот сейчас общаюсь с ребятами там, по поводу возможного менторства или партнерства. И все это завернулось в бизнес. Но, если честно, для меня, вот как я сейчас поняла, что бизнес — это такое же творчество. То есть это нужно творчески просто сделать деньги из своих знаний, умений. И, то есть либо ты организуешь свою руку нарисовать картину, либо ты организуешь 50 человек, чтобы они нарисовали 150 картин, образно, да. Это тоже своего рода, то есть для меня это тоже как творчество. Мне интересно изучать что-то новое, и вот в этом я сейчас нашла для себя новое, и я в нем копаюсь. Столица десертов Париж? Да. Ты никогда не думала о том, чтобы переехать во Францию? Возможно, там твоя карьера набрала бы других масштабов. В Париже, чтобы быть кондитером, надо быть французом, иначе ты там просто, почти никто, там где-то возле никто. Там нужно знать французский, там ты максимум будешь постоянно под кем-то, то есть построить свой личный бренд, если ты не француз, это супер сложно. Я когда-то там делала презентацию на выставке «Салон du Chocolat», это крупнейшая шоколадная там выставка, там и конкурс проходит, и соревнования, и все на свете. И я просто час там выступала, 2 с принтером, и мне нужно было сделать десерты на дегустацию просто посетителям. И я делала 3 таких, по-моему, противня, и мне дали команду в поддержку, там ребята из школы Ферранди, это очень крутая школа, там обучение стоит космических каких-то денег, вот, и там, они все на французском, никто на английском не говорит. Они мне не помогали, такие типа, я не француз, что мне помогать? И я помню, как они ко мне подошли, такие типа, где вы учились? Я говорю, нигде. А у какого шефа вы работали? Ни у какого. А типа, в каком ресторане вы работали? Ни в каком. А кафе? Ни в каком. То есть на все их вопросы был ответ нет. И они так на меня смотрели с вопросом типа, а что ты тут вообще забыла? Что вы тут делаете? Вот. И, это вот сильно дает понять, грубо говоря, твое место. Во Франции там все очень сложно. Хотя, мне кажется, конечно, все можно поменять, но я даже не хочу даже думать об этом. Где Америка ближе?
Ну, вот Америка, да, то есть у меня подписчики, это вот топ у меня Америка, я говорю на английском, ну так, может неправильно, не очень правильно, но как-то говорю, вот, и я была просто несколько раз в Америке, и вообще как-то мне близко, но даже не то, что Америка, просто если, допустим, говорить о переезде в какую-либо страну, то как я знаю английский, а там испанский, французский, итальянский я вообще ноль, то мне было бы, допустим, проще переехать куда-то в англоязычную страну. Но, во-первых, я никуда не переезжаю, во-вторых, меня никуда не зовут, вот. Но в Америке я бы хотела вот поехать куда-то там попутешествовать, мы хотели взять эту машину, как она там называется? Дом на колесах. Да, дом на колесах, и проехать прямо. Вот. И многие так делают, и мои друзья и знакомые, она же открыта, виза 10 лет, и ну, там прикольно, но дорого. Насколько велика сейчас твоя доля участия в ресторанах Бостона, Катара, Москвы? Да, мы, Там получается... продаются твои авторские десерты? Угу. Да, это, получается, есть 3 заведения, в которых я являюсь бренд-шефом. Что это значит? Это значит, что их владельцы пришли ко мне с предложением, и я им продала рецепты, формы и обучила персонал работать по моим техкартам. Вот, это сейчас 3 страны, и я туда делаю новые какие-то разработки, то есть если мы запускаем какое-то там пирожное, то у них всегда есть право приоритета, то есть я предлагаю им, они сначала это запускают у себя, чтобы это было что-то новое, и потом там, допустим, спустя год я уже это анонсирую, что мы там запускаем продажу, но так как это все, вот эти открытия совпали с карантином, например, в Катаре я должна была ехать как раз, когда начался карантин в апреле, на типа большое открытие, планировалось с там, журналистами и так далее, и все работают на грани такого выживания, то есть хоть как-то. Не получилось сделать бум, это стало там менее актуально, вот, но тем не менее работают, не закрылись, это значит уже хорошо. Вот, поэтому я сейчас только просто консультирую, как-то поддерживаю, но как-то там финансово, партнерски или еще каких-то у нас взаимоотношений нет. Просто я рада, что в меня поверили и дали мне шанс реализовать себя у них. Расскажи о своем самом сложном проекте для музея Метрополитен в Нью-Йорке. Ну, это, кстати, я не знаю, это не был самым сложным, это один из просто сложных. Ко мне написал Йота Маталенги, уже потом я поняла, что это там очень известная личность, и вот есть, допустим, в Инстаграме, может, знаешь, мастер-классы, ну вот рекламы идут, аккаунт, и вот он у них тоже преподает как учитель. Вот. И он мне написал, что планируется вот в Версале делать, в Метрополитене, вернее, делать вот такое там событие, будет 5 шефов, и они хотят позвать меня. И предложил мне, я сразу же согласилась, потом начала думать, что и как. Мы где-то месяц все это печатали, заливали, это были огромные силиконовые такие штуки, и уже буквально перед отъездом туда я поняла, кто там со мной рядом будет, типа лучший кондитер мира там по версии, там какой-то версии, и там я рядом, типа вот человек, который просто живет в спальном районе города Харькова, и мне было так жутко неудобно, но я поехала, естественно. Вот. И мы там 4 дня делали вот эти, ну, там, торты, помощник там мой делал, и презентовали это все очень понравилось, зашло на ура, и, ну, это был такой челлендж, конечно. И вот все это время нас снимали как раз операторы, а команда за мной ходила 4 дня и снимали документальный фильм, который я до сих пор так и не посмотрела. Ну, когда-то, я надеюсь, я его увижу. Он есть на Amazon. Он есть, да, там он есть на Amazon, по-моему, но это только ты можешь купить, если ты находишься в США, вроде бы. На остальных онлайн-кинотеатрах я вообще не нашла, а они мне обещали скинуть ссылку, но так и не прислали. Вот. Но подписчики мои пишут, что классно, вообще супер. Там есть люди, которые мне пишут, я увидел фильм и подписался на вас вообще. Там просто еще фильм, который снимали, у нас получился факап там такой приличный. Я, ну, там, предпоследний день перед презентацией мы запороли очень много крема. Типа вот такой чан, там, я не знаю, 18 килограмм крема, ну как-то очень много. И ингредиентов особо, ну там мы нашли, чтобы переделать, но время не было. И, в общем, я добавила там, ну вот представьте, что я смешиваю крем,
Он такой весь красивый, и вот так камера, и все красиво. И тут он начинает расслаиваться, и просто такими мерзкими кусками, боже мой, это просто кошмар какой-то. И камера прям туда, вот так крупным планом, и на мое лицо, и мы стоим, и уже 7 вечера, и время нету. И вообще это... Потом пришел их главный шеф, начал давать советы. И советы, я понимаю, что они вообще, то есть, ну это совсем не то, что он говорит. И я понимаю, где закралась ошибка, наверное. У них очень жирные сливки, вот, и они просто, расслоились, было сильно жирно, а шеф предлагает добавить еще жира, какао-масло, потом то, короче, мы там минут 40 это решали, все это снимается, и они потом в этом фильме вставили это как накал страстей, что у нас там что-то происходит, да, и в тизере это, что я там стою такая вся коричневого цвета, и что делать, вот, но мы все, на следующий день я пришла, все переделала сама, заморозила в сухом льду, а оказалось, что у меня в рецепте была просто опечатка, циферка немножко там закралась. Вот. Но главное вовремя переделать, и чтобы клиент не заметил проблемы, а заказчик не заметил проблемы с недостачей ингредиентов. Вот. Это был самый большой факап? Из таких вот, чтобы запомнились, да. А так я стараюсь обычно такого не допускать. Так что... То есть факапов не бывает в работе? Бывает, но они все, просто когда ты готовишь, всегда что-то может пойти не так. Я не знаю, там отключилась морозилка, выключили свет, не хватает ингредиента, там, типа торт упал. У всех разные какие-то бывают истории. Или там, допустим, мы когда-то ездили с мужем, где-то я выступала на TEDx в Германии, и потом мы оттуда ехали на машине и должны были ехать в Венгрию, я должна была быть судьей на конкурсе, и у меня заболела дочка. И в итоге я не поехала туда, то есть мы там 3 дня все были качели, но в итоге мы поменяли билеты, вернулись домой, потеряли на билетах $1500, я не стала судьей, не увидела, как это все происходит. Такое бывает. То есть на самом деле штука в чем? Чем больше у тебя событий в жизни, тем больше проблем. Если ничего не делать, то и проблем нет. С кем из знаковых людей для себя ты познакомилась? Вот как стала популярной? Из шефов или просто? Или вообще? Из знаковых для тебя. У меня была такая история, не знаю, может, где-то видели в интервью. В общем, мы были в Китае, не помню, что-то были, и ехали с мужем на фабрику, там, где я формы делаю. Мы ехали туда посмотреть еще просто на фабрику, познакомиться. Муж еще должен был посмотреть на товары их, и мы остановились. Шэньчжэнь — это гигантский город, там, я не знаю, там миллионы людей живет, но он просто там распространился, он нереально большой, и мы где-то остановились, прилетели ночью в какой-то там непонятном отеле, и мы сидим в этом глухом отеле, прокуренный номер, и тут я открываю Facebook и смотрю, мне писал Сергей Жуков, который из руки вверх, а у них же кондитерский бизнес с женой. Это было, наверное, 4 года назад. И он что-то писал, они тогда только, по-моему, начинали, и он предлагал там поговорить, обсудить возможные возможности. То есть для меня это было просто, я сейчас говорю, и у меня аж дрожь такая. В итоге я ему написала: да, конечно, оставляй свой номер, и тут он мне звонит. И то есть я сижу в Китае в каком-то этом номере, в туалете, и говорю с солистом группы «Руки вверх». Это для меня было просто, то есть это самое, наверное, запоминающееся событие. И слышу его голос в трубке, который пел «Тихо шепчет луна», когда мне было 10 лет. А тебе поступали предложения по участию в популярных проектах, возможно, «Мастер-шеф»? «Мастер-шеф», по-моему, да. Я ходила на кастинг 2-го сезона как участник еще очень давно, когда только начинала кондитерку. И тогда на кастинге меня спросили: какое у вас самое счастливое событие в вашей жизни? Я такая: не знаю, все ровно, что вам сказать, я еще не жената, короче, мужа у меня нет, детей нет, ничего не было. Они говорят: а какое самое печальное? Я говорю: тоже ничего нет. И меня не взяли, естественно, что у меня ничего нет, что мне рассказывать. Потом я ходила на кастинг туда судьей, даже не ходила, а просто говорила, на кастинг судьей на другой проект. Меня приглашали, по-моему, в профессионалы, может быть, уже не помню. А сейчас бы пошла, если предложили? Нет, потому что я не уверена в своих силах. То есть нужно трезво оценивать ситуацию, да. То есть если я хорошо составляю рецепты и делаю
рецепту, по книжке, по своим каким-то пропорциям, работаю с формами и делаю только торты, то если я пойду на мастер-шеф и мне нужно будет какой-то там стейк, рибай сделать, то я не умею. Я умею его заказать только в ресторане. Но готовить, именно как готовить, я не умею и даже не хочу учиться, потому что это своя такая отдельная история. Ну и плюс на всех вот этих конкурсах очень тяжело физически. Мне кажется, я сразу расплачусь и меня уберут. Ну, либо будут держать и снимать все время, как я рыдаю для кадра, может, как-то так. Тебе предлагали сотрудничество, бренды, какие-то рекламные контракты, возможно? Мне кажется, что сейчас, так как я делаю свой какой-то бренд, то я на стадии того, что мне сейчас нужно будет кого-то привлекать, но непонятно кого пока. Если бы не кондитерское дело, как думаешь, в чем мог бы быть реализован твой талант? На самом деле очень много возможностей. У меня вчера ночью пришла одна идея, которая, в общем, мы решили с мужем лечь спать пораньше, потому что ехать там на съемки далеко. Я до часу ночи смотрела видео, сегодня смотрела видео, я уже достала с этой новой идеей. То есть у меня очень много идей, и я бы могла заниматься фото, видео, каким-то декоративно-прикладным искусством, ну, дизайном, естественно, тем, в чем я была. Не знаю, куча всего. То есть если нет, то у меня там фантазия большая. Но была бы я успешна, это другой вопрос. Вот. Ты бы отказалась от своего дела сейчас? Сейчас нет. Ради другого какого-то проекта? Ну, только если произойдет что-то там критическое, а так, в принципе, нет, потому что я туда столько сил вложила и души, и вообще этим живу. То есть я хотела бы, может быть, что-то сделать еще параллельно, ну, к этому проекту еще какое-то, но так, чтобы отказаться, я не. Чем ты больше всего гордишься в своей жизни? Блин, как бы так, чтобы не сглазить, сказать, и чтобы ничего не испортить. Ну, в принципе, мне нравится то, что я делаю, и я рада, что это получилось, и отчасти я, наверное, могу уже этим гордиться, потому что в принципе, сделать что-то свое уникальное и пытаться в этом, копаться и найти нишу, это уже хорошо. Вот, этим, наверное, горжусь и радуюсь тому, что у меня там есть семья, дети, и, все это в сумме, то есть все, что я хотела, наверное, в детстве, то, о чем можно было мечтать, на данный момент оно у меня есть, только вот нет вот этого домика у моря, о котором я говорила, пока его нет. Вот, но все будет. Ты счастливый человек? Вообще да, но как-то максимально счастлива, я сейчас понимаю, я была до того, как я открыла, взяла в аренду помещение и сделала студию, потому что тогда у меня не было каких-то обязательств, и я делала все как-то в кайф, и все очень легко шло. То есть мне прилетали постоянно какие-то предложения, при том, что я ничего не делала. То есть так тоже нельзя, потому что это сильно балует человека. То есть я абсолютно, я работала, но я не прикладывала каких-то сверхусилий для того, чтобы там дать какое-то дополнительное интервью, найти там кого-то. Вот, и я помню, что моя максимальная концентрация счастья была после выступления на TEDx. То есть, потому что на TEDx вообще попасть как бы не так-то просто, и это в Европе, и вообще все очень круто, то есть ты ощущаешь свою вот эту значимость, и людям понравилась лекция, и не было каких-то вот таких обязательств, оков в виде там аренды и так далее, и было миллион планов на будущее, возможностей, и я тогда знала, что я могу идти в разных направлениях. Сейчас я уже выбрала направление, и я топчусь постоянно вот в этом направлении, и чем дальше я иду, тем больше счастья чередуется с какими-то сложностями, да, то есть ты сегодня счастлив, а завтра уже несчастен, потому что именно на меня очень сильно влияет еще там моя аудитория, то есть мне важен фидбэк, мне важно видеть, что люди там ценят то, что я делаю, что это делаю не зря, то есть я пытаюсь это проработать и не думать об этом, вот, но это на меня влияет, поэтому я то счастлива, то несчастна, то все, я ничего не буду делать, я закрываюсь, потом нет, я открываюсь, и вот, такое бывает, но в целом да, почему нет? Ты считаешь, что открытие своей студии тебя в какой-то степени притормозило или приземлило?
Нет, это огромный был толчок. Почему я вообще сделала? Ну, то есть это такое, у меня студия, это просто мое частное пространство, где я работаю. То есть чтобы не дома, а это просто там у меня диван, детские игрушки. То есть это наша такая дополнительная квартира, там муж мой что-то печатает, я свое делаю, мы там ничего не производим, вот тортов мы не продаем на заказ. То есть я там занимаюсь своими чисто делами. Если я там занята, то она может неделю просто стоять, там никого нет. Вот. И если меня смотрят кондитеры, если вы решитесь на это, то нужно понимать, что конкретно вы там будете делать, каким образом это будет происходить монетизация. И такое пространство, оно дает огромное количество возможностей, потому что ты можешь нанять персонал, ты можешь делать гораздо больше, ты можешь планировать. Я, допустим, смогла стать вот бренд-шефом в заведениях, потому что у меня появилась наконец-то большая духовка с большим противнем, и я смогла печь просто, по-нормальному, не то что дома, вот такая проработка, а потом я приду на производство. То есть мне даже перед собой было как-то неудобно, что, как я могу заявить, что я там бренд-шеф кафе в центре Бостона, если я дома у себя пеку на кухне. Мне было чуть неудобно. Может, кому-то удобно, мне не очень. И это большой толчок, и помимо того, что вот это все, плюс так как у тебя аренда, ты постоянно думаешь о том, что тебе надо, ты не можешь ничего не делать. И это стимулирует, то есть каждый день ты платишь деньги, тебе нужно их как-то возвращать. Вот. И это классно. Вообще для кондитера это мечта любого кондитера иметь просто профессионально оборудованное помещение, чтобы ты делал все быстро, качественно, удобно. Это без этого невозможно. То есть если кондитер движется в профессиональную сторону, то все к этому приходят, прям вообще все. Ты еще чувствуешь за собой синдром самозванца? Да, периодически да, потому что бывает. Потому что почему я, почему не кто-то. Но я сейчас так много работаю, что мне уже, я уже ощущаю, что это все не зря, что, наверное, я молодец, что все не просто так. Вот. Но бывает такое, конечно. Если бы ты могла выбрать профессии для своих детей, кем бы была Вероника? Она говорит сейчас, что она будет кондитером, но она не будет кондитером, я так думаю. Она любит поедать, может, поедателем кондитерки она будет. Вот. Наверное, я бы хотела, чтобы она была вот как-то связана с творчеством, потому что она любит рисовать. Скорее всего, так и будет, что-то в творчестве, но таких прям каких-то задатков, я считаю, что это будет видно уже в более взрослом возрасте. То есть у меня нет такого, что я ей скажу идти учиться туда или туда. Вот кем ей захочется быть, тем она и будет. Я надеюсь, это будет какой-то нормальный выбор. А Илья? А Илья, он вообще еще маленький, вообще не знаю. Кем-то будет. Мне вот важно, чтобы мои дети и окружающие были счастливы, неважно, чем бы они ни занимались, чтобы они жили как-то с комфортом, но я думаю, возможно, я для них буду каким-то примером, да, они будут видеть, что вот я так работаю, и может они тоже будут стараться, хотя это никак, мне кажется, предугадать там, с детьми невозможно. Все, что мы можем сделать сейчас, дать им максимально базу возможностей, попробовать себя максимально в разных отраслях, обучиться чему-то, вот, чтобы они сделали свой выбор. Динара, спасибо большое. Да, и вам. Очень интересно. Друзья, у меня для вас есть подарок. Вот такая силиконовая форма сердца моего дизайна. Для этого нужно написать какой-то интересный вопрос для меня в комментариях. Мне очень интересно будет почитать, ответить. Поэтому жду ваши вопросы, а вас ждет моя форма.